На огне. На огне. Нет, подожди, эго, Правильно, эго огонь. Симметричный огонь. Симметричный? Four pillars of consciousness. У нас вопрос потом, да, это Потом мы найдем время для ответов вопросов. Тогда вы запоминаете и записываете, потом все скопом спросите. Southeast is equated to fire element. Значит, напоминаем, да, что восток и юго-восток связан с элементом огня. And connected to the ego. Связан с эго. Значит, напоминаем, да, что восток и юго-восток связан с элементом огня. And connected to Southeast contains ego, negative effect of fire. Значит, восток и юго-восток связан с элементом огня. And connected to the ego, negative effect of fire. So Southeast vibration always leads to first anger, torture. Они всегда дают голод, жажду, муки и вот эффект палящего солнца. All crimes happen out of hunger and thirst of something. Все преступления происходят из-за жажды или голода чего-то, из-за нехватки чего-то. That is, imbalance, hunger and thirst leads to crime. То есть несбалансированная жажда, несбалансированный голод приводит к преступлениям. So, excessive vibrations of southeast zone will lead to this imbalance in the ego. То есть расширенные вибрации юго-восточной зоны, они приводят к тому, что эго разбалансируется. And in most of the criminal cases you will find there lies a severe fault of southeast zone. И в большинстве каких-то судебных дел, криминальных разбирательств вы обнаружите серьезный недостаток, который находится в юго-восточной зоне у преступника. Because excessive vibration of southeast will lead to egocentric actions, which leads to violence. Потому что расширенные вибрации юго-восточной зоны приводят к расширенному эго, эгоцентризму, а это приводит к насилию. Pattern of fire in this zone can be correlated to acute asymmetric imbalance triangular figures. И элемент огня в этой зоне, его шаблон, можно сказать, что это острые треугольники с острыми углами, не сбалансированные, да, несимметричные. As we saw, the second geometry is connected to vibrations of the east, east being divine fire. И как мы помним, сакральная геометрия связана с вибрациями Востока, потому что на Востоке божественный огонь. Likewise, for southeast, it's connected to truncated, asymmetric, acute triangular waves. И подобным образом волны, которые выдает негативный огонь на юго-востоке, они вот острые, треугольные, да, вот треугольники с острыми вершинами и нисходящие вниз. Вниз, да? And as you know, the earth is the only element in which all this asymmetry of waves and energy can get absorbed. И как вы помните, Земля — это единственный элемент, который может поглотить всякого рода негативные вибрации и энергии. So, expression of the earth in southeast zone is must and should
Поэтому выражение элемента Земли в юго-восточной зоне, оно обязательно. Обязательно какой-то элемент Земли там должен присутствовать. As ether energy and light are needed for north, northeast, east, И так как эфир, энергия и свет необходимы для севера, северо-востока и востока, so for southeast, south, southwest and west zone, earth, load, gravitation and blockage are needed. и, соответственно, наоборот, для юго-восточной, южной, юго-западной и западной зоны нам нужен элемент Земли, тяжесть, гравитация, тяжелая загрузка. If I take this much piece of iron and keep it in fire for 1 minute, then I cannot lift it. It becomes intensely hot. Если я возьму небольшой кусочек железа и размещу его в огонь, то я не смогу потом до него дотронуться, он будет очень горячим. Whereas if I take this much bigger iron sheet or article and keep 1 minute in the fire, I can lift it. There is no problem. И если я возьму вот кусок железа вот такой величины или лист железа и помещу в огонь, потом я смогу его поднять, смогу дотронуться, в этом не будет никаких проблем. Means more the matter, less the effect of energy. Это значит, что чем больше масса, тем меньше эффект энергии на ней. And less the matter, more the effect of energy. И, соответственно, чем меньше предмет, тем меньше его масса, да, тем больше на него эффект энергии оказывает. This is called as energy matter equation of the Vastu. Это называется энергетический, как это назвать-то, сейчас я подумаю. How would you say energy matter of Equation of Vastu. То есть, I need to So, wait, how to call it, because this is the first one, first you said first time. Ну, то есть, измерение энергии с точки зрения Васту, да, с точки зрения масс, скажем так. То есть, как-то надо это просто назвать, потом придумать. Ну, да, связь массы и энергии. So, north, northeast and east are giving Chandra, Idanadi, moon strings. Север, северо-восток и восток дают нам лунные потоки Чандра, Ида, Нади. Positive cosmic breath. Это положительное космическое дыхание. So, if you want the energy, means matter should be less. То есть, если вам нужна энергия, значит масса предмета должна быть меньше, предмет должен быть маленьким. So, north, northeast, east should have less matter and more energy. То есть север, северо-восток, восток, там должно быть меньше массы и больше энергии. Whereas south, southwest, west, you have Pingala, Surya Nadi, sun streams. В то время как на юге, юго-западе, западе у вас потоки пингалы идут, Сурья, Нади, то есть это солнечные потоки. Which are hard and cruel in nature. Они жестокие и суровые по своей природе. So to absorb this negative energy, to absorb this negative cosmic breath, the simple thing is increase the mass, that is earth element, that is gravitation, load, blockage. И чтобы поглотить всю эту негативную энергию, самый простой способ – это увеличить там элемент Земли, больше тяжести, больше массы, больше силы гравитации. So more the mass, less the effect of energy is the solution. То есть решение здесь, чем больше массы, тем меньше мы наблюдаем эффект энергии.
and reduce the mass, automatically effect of the energy increases. И наоборот, уменьшив массу, автоматически мы увеличим эффективность энергии. Because energy and earth are complementary. Потому что энергия и элемент Земли, они дополняющие. If I take one small magnet and on that magnet I keep one paper. И если я возьму один маленький магнит и сверху на него положу лист бумаги, And on that paper, if I spread some small iron tiny particles, и на эту бумагу я маленькие металлические опилки кидаю. Sweets. Значит, металлические опилки. Those iron particles get aligned along the force lines of magnetism. То эти металлические опилки выстроятся согласно магнетическому полю, согласно рисунку этого поля. And they form a beautiful geometry on that paper. И на этой бумаге они сформируют узор красивой геометрии. Whereas if I heat this magnet and then retry the experiment, И если я нагрею потом этот магнит и попробую провести эксперимент еще раз, then we see that arrangement, a sacred geometry arrangement of the particles get vanished. то мы увидим, что пропадет вот эта сакральная геометрия маленьких кусочков железных опилок. And those particles show a very asymmetric formation. И эти опилки будут расположены очень несимметрично в разброс. It shows a disrupted network of force lines. Они будут показывать, что сеть сил магнитных, она разрушена. It loses its sacred form. Так как опилки потеряли свою сакральную форму. So, higher the temperature, more the disruption in the energy field is the simple law. То есть, чем больше температура, тем больше повреждений в силовых полях. Это еще одно простое правило. So, any house which gets high thermal torque or high temperatures because of its more projection to solar path, Поэтому любой дом, который очень нагревается сильно из-за того, что расположен навстречу солнечным палящим лучам, that is to southeast, south, southwest, то есть если он расположен на юго-восток, юг или юго-запад, then it forms a very high thermal torque on that house. то это формирует очень мощный температурный удар, который наносится по этому дому. So, higher the temperature, more the disruption in the force lines. То есть, еще раз напоминаем, чем выше температура, тем больше разрушений в силовых путях. Means the energy aspect related to that house gets disturbed. То есть энергия, связанная с этим домом, ее пути, то, как она течет, это все нарушается. If energy aspect is disturbed, automatically it disturbs the cycle of events and time. И если аспект энергии разрушается, автоматически он разрушает цикл времени и цикл событий. That's how we see the earth energy, ether is the triad of Vastu Shastra. Таким образом, мы наблюдаем триаду эфир, энергия, события. Эфир, энергия, события. Триада Васту Шастры. So these two simple experiments which I said is the entire
grace and cream of the Vastu Shastra. И вот эти два простых эксперимента, которые я рассказал, в этом вся суть, в этом вся изюминка Васту Шастры. If you understand the basic and principle behind these two experiments, если вы понимаете принцип и основу, которая лежит за этими двумя экспериментами, means you have understood the whole of Vastu Shastra. значит вы понимаете все Васту Шастру. It's that importance in there to these two experiments. То есть настолько важны два вот эти простые эксперимента. Moment any house has a thermal torque active on it, В момент, когда любой дом подвергается атаке вот этого теплового удара, the biomagnetism attached to that house gets disturbed. биомагнитные поля, которые привязаны к этому дому, они повреждаются. Then, however, you may do the balancing of the house inside. Поэтому вы можете начать балансировать дом изнутри. Basically, it is connected to the disturbed surrounding. Но по сути проблема связана в том, что окружение с внешней стороны мешает. Then the natural streams of energy get disturbed. То есть повреждены естественные потоки течения энергии. And subtle seeds of the events don't find the right path, right route to get in perfect soil. И тонкие семена событий не могут найти правильный маршрут, не могут пропутешествовать к той почве, в которой они могут прорасти. Majority of the subtle seeds get burnt in hyperfire expression. Большинство этих тонких семян событий сгорают в ярком выражении элемента огня. And large part of these seeds get waved because of hyperexpression of the wind. Большинство этих семян также уносится прочь из-за гиперусиленного элемента воздуха. That is how in every house the sole importance lies to its surrounding. Именно поэтому очень важно в каждом доме смотреть окружение, окружающую среду. And this controlling of the surrounding is done by way of earth. И контроль окружения делается посредством элемента Земли. North is source direction of organic streams. Север – это зона притока органического потока, which in traditional language is termed as Jaivik Urja. В традиционном языке это называется джайвик урджа. The word Jaivik has come from the word Jiva. Слово джайвик пришло от слова джива. And Jiva means planet Jupiter. Джива – это планета Юпитер. The energy from the Jupiter is similar to water energy. Энергия Юпитера подобна энергии воды. It is constantly in the mode of expansion. Она постоянно находится в состоянии расширения. And it has a natural tendency to create the mandalakar wave patterns. И она находится в естественной тенденции постоянно создавать потоки, которые будут двигаться по мандале. And if you know little of astrology, you will know that in natural horoscope, И если вы немного знаете астрологию, то вы помните, что в естественном гороскопе natural horoscope, this Jupiter position is exalted in the north.
В естественном гороскопе Юпитер экзальтирует на севере. So this streaming from north to south, we normally call it as electromagnetic flux. И это течение энергии с севера на юг мы также называем электромагнитной энергией. Is called as Jaivik Urja, Это джавик урджа, organic streams. органические потоки. Unification, integration and expansion are the three qualities related to North Streams. Объединение, интеграция и расширение – это три качества, которые связаны с северными потоками. So, in any organization, if you see that North Streams are absent, И в любом месте, если вы увидите, что северные потоки отсутствуют, then you'll find that there is no unification in that organization. There is a lot of difference of opinion between all the constituents connected to that organization. если в организации происходит такое, что нет северных потоков, значит нет единения, существует разница во мнении, постоянные раздоры между людьми, которые находятся в этой организации. And the integral values like virtues, qualities and order, you'll find they're missing in that. И также интегральные качества, то есть характеристики, свойства, качества, этого всего тоже не хватает. Day by day you will find that organization goes on disintegrating. День за днем вы будете наблюдать, как такая организация постепенно распадается все больше и больше. And there is no expansion of that. И в ней нет расширения. That is the importance of North Streams, В этом важность северных потоков, which create the qualities and virtues related to unification, integration and expansion. которые создают качество объединения, интеграции и расширения. Which is called as Jaivik Urja. И они называются джавик урджа. Called as, Повторите. loudly, Громче. That's. So north is source direction of Jaivik Urja. Значит, север – это зона притока для джавик урджа. And south is sink zone of Jaivik Urja. А юг, соответственно, это зона оттока для джавик урджа. Many flowers have excitation related to north energy. Много цветов тоже имеют некое свое усиление, связанное с северной энергией. Means their flowering happens by turning of those flowers towards the north axis. То есть, если мы цветы повернем в сторону севера, да, поставим на какой-то северный угол, они начнут цвести лучше. So this Jaivik Urja, this orientation, has a virtue of flowering in the life. То есть джавик урджа, ориентация на север, имеет качество цветения, несет в себе. So north is called as wish pond, where all wish gets fulfilled. Север называется также пруд желаний, то есть на севере исполняются все наши желания. So in any house, if you find that if this wish pond is missing or there is no excitation of north rhythm, Поэтому в любом доме, если вы увидите, что севера не хватает или нет усиления северных ритмов, then even small wishes in the life also don't get fulfilled. то даже небольшие желания человека в жизни не исполняются. Rather, if any house which is having wonderful expression and excitation of north energy, И наоборот, если у дома есть прекрасное выражение северной энергии, энергии там сильные,
Then even the small wishes, like one is thinking, oh, today if I would have got this to eat or something, то даже наши маленькие желания, например, что-то вкусненькое хочется съесть. the small petty things, those wishes also get fulfilled in that house where lies the effect of north energy. Даже такие пустяки, они всегда исполняются в таких домах, где сильный эффект проявленной северной энергии. So a lady sitting in the house without north energy will keep waiting for friend. Even night and days go, but he doesn't. То есть одинокая девушка, живущая в доме, где нет севера, она будет сидеть, ждать мужчину днями, ночами, но он так и не придет в ее жизнь. And man sitting in the nice excitation and expiration of the north energy will have every hour a new friend. И мужчина, который один сидит в прекрасном доме с сильной северной энергией, каждый час к нему будут приходить новые девушки. That is the power of north energy. Acts as the wish pawn. Настолько сильная эта энергия севера, которая работает как пруд желаний. See, in daytime, if I take a magnetic needle compass, then say it points this as the north. Например, если днем я возьму компас, посмотрю на магнитную стрелку, допустим, она показывает, что север там. And at night time also, if I take the compass, it shows the same north. И если ночью я приду в это место с компасом, он тоже мне снова покажет, что север по-прежнему там. So 24 hours north acts as the source direction of Jaivik Urja. То есть 24 часа в сутки север работает как зона притока для органического потока, для Джавик Урджа. Whereas east acts as the source direction of Pranic Urja. А восток работает как зона притока для пранической энергии, праник урджа. Solar energy. Это солнечная энергия. That is prana. Это прана. But east acts as the source direction of prana just for 3 hours, 4 hours when sun is in the east. Но восток работает как зона притока для праны только 3-4 часа в день, когда солнце находится там. But east is source direction of prana. Но тем не менее все равно восток является зоной притока для праны. Not like north that day and night it gives sourceful energy. Он не как север, который дает энергию 24 часа в сутки. But in whole of a daytime you get vibrations of the solar energy from east. Но на протяжении дневного времени вы какие вибрации получаете с востока? Вибрации солнечной энергии. That is the difference between pattern of these two energies. В этом главная разница между шаблонами проявления двух этих энергий. North energy is a water energy. Северная энергия – это энергия воды. And east energy is a pranic energy or connected to positive form of the fire. А восточная энергия – это праническая энергия, она связана с положительным проявлением элемента огня. So west is sync direction of pranic energy. Значит, запад будет являться зоной оттока для пранической энергии. In astrology, Sun and Saturn are considered as father and the son. В астрологии Солнце и Сатурн считаются отцом и сыном. So where father ends, reign of the son begins. Где заканчивается правление отца, там начинается правление сына. So in west is the sync direction of pranic energy, that is solar energy, that is sun too.
То есть запад является зоной оттока для пранической энергии, она там заканчивается, и там заканчивается солнечная энергия, потому что солнце садится на западе. So there the vibration of the Saturn begins where sun sets. Там, где садится солнце, там начинаются вибрации Сатурна. So just as the hypothecation, if I give count to qualities of the directions, И гипотетически, если я начну считать и присуждать определенные цифры качества направлений, then east is source direction of pranic energy. Being source, I give plus 2 count. значит, восток – это зона притока пранической энергии, и так как это приток, я там поставлю плюс 2. But that energy is not 24 hours, so I give only plus 2, being the source. И так как эта энергия не 24 часа в сутки, поэтому я всего лишь плюс 2 даю. Но тем не менее, это зона притока, поэтому все-таки плюс. Whereas to the north being source direction of Jaivik Urja, I give plus 2 count. В то время как север – это зона притока Джавик Урджа, я там поставлю тоже плюс 2. In addition, it has a quality that it acts as the source direction day and night, 24 hours. В дополнение у него есть качество, что он работает как зона притока 24 часа в сутки, день и ночь. So I give 2 additional count to the north. Я еще ему поставлю плюс 2 за это. 2 раза? 2 additional. 2 дополнительных. Means north has plus 4 and east has plus 2. То есть север у нас будет плюс 4 в итоге, а восток будет всего лишь плюс 2. We are learning the theory of counts. Это по чуть-чуть мы с вами начали изучать теорию подсчетов. Это вот начало теории подсчетов. How to get exact count, energy count of any Vastu. We are learning that. Как мы можем в Васту посчитать энергию, получить какое-то численное ее выражение? In totality, whether it is connected to positive or negative energy, that we are going to find. То есть мы научимся понимать, в конечном итоге она связана с положительной энергией или с отрицательной, и насколько его сильно. So north is plus 4 and east is plus 2. Значит, север это плюс 4 и восток это плюс 2. And on 180 degrees, that is to west and south, И на 180 градусов от них, то есть на запад и на юг, both are sync zones. обе эти зоны являются зонами оттока. So south is minus 4 and west is minus 2. Значит, юг будет минус 4, а запад будет минус 2. So total energy count of north is plus 4. Значит, общая энергия севера плюс 4, East is plus 2. восток плюс 2, South is minus 4. юг минус 4, West is minus 2. запад минус 2. Northeast means north plus east means it represents plus 6 count. Северо-восток это значит север плюс восток, поэтому северо-восточное направление будет плюс 6. Southwest means south plus west means minus 6. Юго-запад это значит юг плюс запад, то есть соединяем, складываем, будет минус 6. Southeast means south plus east means minus 2. Юго-восток значит юг плюс восток, значит минус 2.
northwest means north plus west means plus 2. Северо-запад, значит север плюс запад, поэтому будет плюс 2. Whenever energy shows clockwise pattern, then it is termed as positive energy. Всегда, когда энергия движется по часовой стрелке, когда нам показывает этот шаблон, значит это положительная энергия. And whenever pattern of the energy is anti-clockwise, then we call it as negative energy. И когда путь энергии идет против часовой стрелки, тогда это негативная энергия. Along with this, any energy which is traveling on a straight line passage with force and intensity is also called as negative energy. Наряду с этим энергия, которая распространяется по прямой линии, мощная и очень быстрая, она тоже приравнивается к негативной. Which acts like a forceful. То есть она работает очень мощно, вот как удар наносит. In traditional language, it is called as shul. В традиционном языке это называется шул, то есть стрела, выпущенная стрела. So, effect of positive energy is by only one expression, which is clockwise. То есть эффект положительной энергии мы получаем только через движение по часовой стрелке. Whereas pattern of expression of negative energy is twofold. One, it is anti-clockwise, one, it is straight, direct hitting. В то время как негативную энергию мы можем получить двумя способами. Если она передвигается против часовой стрелки или если ударяет напрямую. So, total effect of negative energy is by multiplication and effect of positive energy is just by addition. То есть общий эффект негативной энергии мы находим через умножение, а эффект положительной энергии через сложение. So, in any house, if there is fault in the south, means south has -4. То есть если в любом доме у нас есть недостаток на юге, а юг значит, что юг минус 4. If there is fault in southwest, means again -6 is there. Если недостаток на юго-западе, значит снова у нас минус 6 получается. In addition, if there is fault in west, then that adds -2. И в дополнение, если еще недостаток на западе, это нам добавляет еще минус 2. Then the total conclusive effect of these three negative charges is not by addition but by multiplication. То чтобы найти общий заряд негативной энергии, который подвергается дому, мы должны умножить все эти три показателя друг на друга. So the total negative effect of these three faults of south, southwest, west comes to -4 into -6 into -2, that is -48. То есть общий негативный заряд, который подвергается дом, это будет, если мы умножаем вот эти недостатки на юге, юго-западе и западе, все вместе, то есть минус 4 умножить на минус 6 умножить на минус 2, получается минус 48 заряд негативной энергии. Whereas if there is some good quality in the northwest, means it adds +2. В то время как если какие-то хорошие характеристики на северо-западе, то есть там имеем плюс 2.
there is very good quality to the north, so it adds to +4. Очень хорошие характеристики на севере, это добавляет +4. In northeast also you have wonderful expression of energy, means +4, 6. И еще прекрасное выражение энергии на северо-востоке, это значит еще +6. Then total conclusive effect of positive energy is just by addition. То общий эффект положительной энергии здесь высчитывается через сложение этих единиц. That is +2, +4, +6. То есть получается +2, +4, +6. That is just +12. Получится всего лишь +12. Whereas effect of negative energy by 3 negative effects is -48. В то время как эффект негативной энергии, созданный тремя различными недостатками, целых -48. That is how you see how it is important to remove the negative energy than planting something for positive energy. То есть тут вы должны понимать, что важно в первую очередь избавиться от негативной энергии, и только потом уже наращивать позитивную. To improve the energy count of any house, you have to focus on sync directions, that is southeast, south, southwest, west. Чтобы улучшить вот эту метрику, да, любого дома, заряд, вам нужно сосредоточиться на зонах оттока. То есть в первую очередь смотреть юго-восток, юг, юго-запад, запад. Say in the past example where we equated the total negative count -48. Например, вот на нашем примере, когда мы высчитали, что общий негативный заряд -48. So if I treat just the southwest zone in that house, then that -6 has gone. So total negative charge will be 4 into 2, -8. То есть, если я начну лечение и коррекции с юго-западной зоны, я уберу там -6, и у нас получится эффект -2 умножить на -4, то есть всего лишь -8. If I do some good treatment in the north zone, Если я также хорошее лечение сделаю в северной зоне, then that north energy, being a positive energy, is a very passive energy. то эта северная энергия, являясь положительной, она очень медленная и пассивная. And its effect is given with the time. Ее эффект приходит со временем. It's like a forward motion Это как движение назад. that I am putting one seed in the soil, and after 12 years I get the fruit from the tree. То есть, если сегодня я семечку посажу в почву, то только через 12 лет я получу красивое дерево. Whereas to destroy that tree, I don't take more than 2-3 hours. В то время как, чтобы разрушить это дерево, мне не нужно больше, чем 2-3 часа. So effect of positive energy is very slow and passive. То есть эффект положительной энергии очень медленный и пассивный. To get immediate change in the alignment of planets and elements, Чтобы получить сиюминутное изменение в расположении планет и элементов, you should focus on sync directions, that is southeast, south, southwest, west. вы должны фокусироваться на направлениях оттока, то есть юго-востоке, юго-юго-западе, западе. So whenever you go in any house for Vastu analysis, Поэтому, когда бы вы не зашли в любой дом для анализа Васту, then you should first give attention to these sync directions. Сначала вы должны уделить внимание зонам оттока. Don't see to source directions. Не идите сразу смотреть зоны притока. Focus on sync directions. Фокусируйтесь на зонах оттока. Any fault removed from the sync direction will immediately reduce the negative count. You start getting good results. Потому что любой недостаток, удаленный из зоны оттока, очень быстро даст вам хорошие результаты и уберет негативный заряд. Is it clear? Это понятно? Likewise, north to south is the Jaivik channel. И подобным образом, например, с севера на юг у нас располагается канал, вот этот джайвик энергии. Channel. Канал.
east to west is pranic channel. И с востока на запад у нас пранический канал. So if there lies some fault in the north zone То есть, если недостаток расположен в северной зоне or in the south zone, или в южной зоне, then it will have effect only on the Jaivik Urja, Jaivik channel. то его эффект будет распространяться только на Джайвик Урджу, на канал Джайвик. Whereas if there is any fault in the east or west zone, В то время как если недостаток есть в восточной или в западной зоне, then its effect will be there only on the stream of prana. то его эффект тоже будет распространяться только на пранический поток. So any fault in main directions will have effect only on one stream of energy. То есть любой недостаток на главных направлениях будет иметь свой эффект только на одном из двух потоков. But the other stream of energy remains as it is. Но второй поток останется нетронутым. Whereas if there lies fault in the subdirection, В то время как если недостаток расположен на поднаправлении, subdirection represents the zone of confluence of both streams. поднаправление представляет собой зону слияния двух потоков. Northeast means north plus east. Северо-восток значит север плюс восток. In addition to this fact, subdirections contain the element 2. В добавление к этому факту поднаправление содержит и элементы тоже. So any fault in subdirection will give imbalance of the element. То есть любой недостаток на поднаправлении также даст вам несбалансированные элементы. And in addition, there being the confluence of both streams, it may disturb both energy streams. И так как здесь соединение двух потоков, оба эти потока будут повреждены и задеты. So fault in subdirections should be taken care of first. То есть недостаток на поднаправлениях должен в первую очередь корректироваться, нежели недостаток на главных направлениях. That's why whenever Vastu Purusha figure is put up on any house or the plot, Именно поэтому, когда мы накладываем фигуру Васту Пуруша на любой участок, на план участка или дома, then it's all important organs are placed in subdirections. то все его самые важные органы тела расположены на поднаправлениях. Like head is in northeast and legs and organs of excretion are there in southwest. То есть его голова на северо-востоке, а ноги и органы выделения на юго-западе. And two hands are there in northwest and southeast zone. А две руки на северо-западе и юго-востоке. So this being the science of symbols, from that figure itself you understand that most importance is given to the northeast and southwest. То есть, являясь наукой символов, уже из фигуры Васту Пуруши вы можете понять, что основное внимание уделяется поднаправлению. Which is called as the water-earth axis. И эта ось называется вода-земля. Northwest and northeast contains positive count. Северо-запад и северо-восток содержат положительный заряд. And as we have already learned just now that focus should be given on sync directions. Но как мы только что проговорили, вы фокусируетесь сначала еще на зонах оттока. So in any house when we go, our focus should be on sync directions, one thing, and second subdirections. То есть, когда вы приходите в любой дом, в первую очередь вы смотрите зоны оттока, и в вторую очередь вы смотрите под направлением. Means utmost importance should be given to southeast and southwest zones. Это значит, что самая большая важность должна отдаваться юго-востоку и юго-западу.
Because those are the sync zones, and in addition, those are the subdirections. Потому что это зоны оттока и поднаправления. Being subdirections, any fault over there will disturb the element and both streams of energy. Будучи под направлением, любой недостаток там будет разрушать и элемент, и оба потока. So they are the most sensitive zones of the Vastu. То есть это самые чувствительные зоны в Васту. So whenever you go for Vastu analysis, and if there is no fault in southeast and southwest zone, means that house is a good house. Поэтому всегда, когда вы идете на анализ дома, если вы видите, что нет недостатков на юго-востоке и юго-западе, уже вы можете сказать, что это хороший дом. Is it clear? Это понятно? 5 minutes. 5 минут перерыв. You told vice versa, I told another point. Now you like this.